Две женщины в твоей жизни. Кто же это? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, смотрите, ребят, мне показывают, что многие из вас начали свою жизнь с чистого листа. Неважно, когда, раньше, кто-то позже, да, потому что у каждого своя ситуация, это общий расклад. Но именно вы начали эту жизнь после того, как, ну, реально вам нужна была помощь. Кому-то нужна была помощь, может быть, даже психолога. Кому-то нужна была помощь психиатра, да, ну настолько было хреново. Кто-то был, может быть, даже в депрессии. Даже может проиграться, что сейчас далеко не все из вас отошли от этой, ну, такой психотравмы. Я даже не говорю о тех, кто недавно, допустим, разошелся, да, потому что мне здесь показано, что здесь женщина, которая для вас когда-то была центром вашей вселенной. Вы думали, что это ваша судьба, да? Вы думали, что это одна и на всю жизнь, да, до конца жизни вместе, рука об руку, ну, как в сказках, как в книжках, как в фильмах, правда? Здесь могут быть либо же детки, да, либо же вы планировали детей, но, может быть, просто не успели, да, завести детей с этой женщиной. Это один момент. То, что у кого-то из вас проиграется, что на вас есть, ребят, негативное магическое воздействие, которое вы получили через жидкость. Ну, то есть это опоили, да? Это может быть через любую жидкость. Чай, кофе, там, компот, ну, то есть все что угодно. Через воду, да? Я не буду сейчас лекцию читать, как это делается. Но если вы чувствуете, как после того, как вот вы начали жизнь с чистого листа, да, вот как вы, допустим, расстались со своей женщиной, кто-то еще, может быть, даже работу потерял, у кого-то может проиграться, что вы потеряли все, да, вот семью, работу, здоровье, может быть, даже кто-то потерял. Давайте сделаем, ребят, такой еще опрос. Напишите, вот после разрыва с вашей женщиной, вот что вы потеряли, да? Ну, помимо семьи, понятное дело, да? Вот что вы потеряли, пишите все, да? Вы знаете, что это очень важно и для продвижения канала, и мне тоже очень приятно всегда читать ваши истории. Всегда все читаю, если вы заметили. Вы человек, который настолько вот вы искренний, настолько вы, ну я даже вот не знаю, какие слова можно подобрать. Если бы не вот эти все жизненные перипетии, вы настолько были бы, ну такой, ну просто, я не знаю, в рамочку и молиться, наверное, на вас нужно. Я сейчас не утрирую абсолютно. Сколько в вашем даже воспитании заложено очень хороших черт характера, очень классные способности у многих из вас есть. Просто единственное, что после того, как вы многое повидали на своем веку, вы стали немножко жестче, вы поменялись, да, в каких-то моментах. Кто-то, может быть, более вспыльчивый стал. Вы некоторые можете носить даже вот, ну, такую вот невидимую маску на людях, да. То есть дома вы снимаете эту маску, да, там с близкими, с друзьями, мало кто знает вас настоящего. Но вот вы стали немножко жестче, жизнь вас подзакалила. Но вы как остались таким душевным, а вы остались ранимым, сентиментальным. Кстати, кто-то может из вас проиграться даже водного знака зодиака. Отзовитесь, кто у нас водного знака зодиака. Вы по своей натуре, вы семьянин. Вот вы такой семьянин просто до мозга кости. Другое дело, что сейчас, да, вот я не вижу семьи рядом с вами, да, то есть я не вижу рядом с вами женщины. У кого-то, кстати, может проиграться, что, может быть, ребенок еще живет с вами, но вот женщины рядом с вами, вот жены,
я не вижу. Понятно, что это общий расклад, поэтому я заранее это пытаюсь предотвратить, да, чтобы вы не писали, что у вас не так, да. У большинства из вас сейчас нет жены. Далее, вы человек, который всегда вот по жизни вы выбираете чувствами, да, вот женщину вы выбираете только сердцем и душой. Вот если вам понравилась женщина, вы не будете какую-то выгоду искать, да, вы всегда с душой ко всему подходите. Вот даже работу, да, вы любите делать качественно, вы вкладываете душу, это ваше детище, да, вот если вы что-то делаете, тем более если это касается вашего жилища, да, вы не будете делать спустя рукава. В принципе, и на работе вы привыкли к качеству. Вот качество это ваш конек. Ну, нравится это вам. Есть среди вас неплохие кулинары, да, вот, но особенно есть какие-то, может быть, пара-тройка блюд, которые очень классно у вас получаются. Кстати, напишите, ребят, вот какие блюда у вас лучше всего получаются. Когда-то мы делали такой опрос, но поскольку у вас становится больше с каждым днем, давайте еще напишите, может быть, новые, кто присоединился, новые подписчики, новые зрители. Пишите, что вы любите готовить, что у вас лучше всего получается. Кто-то из вас любит, ну, напитки, да, но это могут быть напитки, ну, не совсем крепкие, да, это такие, знаете, вот могут быть какие-то гурманские направления, вот вы такой гурман, вы разбираетесь неплохо в разных вот жидкостях, скажем так, да, в бутылочках, я не буду это озвучивать. Можете написать, в чем вы разбираетесь. Вы классный дегустатор. Вы можете разбираться в разных там, я не знаю, в разных блюдах. Вы можете на вкус сказать, вот это классное, а вот здесь вот чего-то не хватает. Вот какой-то там перчинки, остринки, но не хватает. Ну такой вот вы шеф-повар. Шеф-повар, который, может быть, не совсем состоялся, вам могут даже окружающие говорить, что вот тебе нужно быть поваром, да, где-то в ресторане работать, потому что у тебя такой талант. Ну, давайте-ка посмотрим, мои хорошие, что же за две женщины появятся в вашей жизни, а может быть, они уже у вас есть. Давайте-ка смотреть и разбираться. Ух ты, ух ты! Смотрите, мне показано, в вашей жизни появится, сначала появится женщина, в которую вы влюбитесь. Вот влюбитесь до такой степени, что вот сейчас вы можете даже сказать, да никогда, да чтобы я влюбился, да с меня хватит, да, уже на те же грабли. Многие могут так сказать. Но вы посмотрите, вот какие две карты у вас выпало. Это карта, когда между людьми именно чувственная, красивая такая взаимная любовь, взаимопомощь. Это не просто постель. Это не просто лишь бы какой-то романчик. С этой женщиной, мы сейчас немножко разберемся, что это за женщина. С этой женщиной вам будет настолько классно и комфортно, что ну, другие просто померкнут вот в ее, ну я не знаю, в ее сравнении, да, или как назвать. Эта женщина, вот она настолько такая светлая, позитивная. Она, кстати, может и проигрываться по жизни светловолосой, но это не обязательно, потому что общий расклад. Поэтому на 100% на это не ориентируйтесь. Уже более подробно на личном раскладе можно это посмотреть. Женщина такая худощавого телосложения, может быть, чуть моложе вас. Женщина очень такая нежная, очень заботливая. Вот она какая-то хрупкая, да, может быть и хрупкое даже такое телосложение. Даже вот те из вас, кто любит, может быть, пышечек там с формами, ну вы тоже вот вы как-то настолько, ну, залипнете, западете на эту женщину. Я по-другому даже не могу подобрать слова, потому что это будет, ну, скорее всего, это амур пробьет ваше сердечко сразу же. Это любовь с первого взгляда. И тут же активизируется еще одна женщина. И как вы думаете, кто?
Это женщина из вашего прошлого, это большая скандалистка, это женщина, которую вы хотели бы забыть как кошмарный сон, это женщина, которая, ох, попила вашей кровушки, ох, сколько она вам гадостей говорила и делала. Эта женщина может, вы знаете, это парадокс бывает в жизни, что вот как только, допустим, после расставания появляется новый партнер, либо партнерша, бывшая половинка как будто чувствует и начинает делать какие-то шаги, начинает проявляться. Вот и у вас будет подобная ситуация. Как только вы познакомитесь с этой женщиной, тут же активизируется, либо же это бывшая ваша жена, у кого-то это может быть ваша просто бывшая женщина, с которой были отношения, ну, с которой вы расстались и с которой, ну, тоже было очень непросто, и ну, были и конфликты, были терки, ну, такое непростое расставание. Она почувствует, что у вас появилась новая женщина, хотя, может быть, даже она за вами, между прочим, следит. А, вот где собака зарыта, денежек ей захотелось. Смотрите, здесь такой тандем. С одной стороны, она и почувствует, да, с другой стороны, вот ей захочется вернуть тот достаток, который вы давали. Поэтому она через хитрость, она попытается к вам подлезть, во-первых, чтобы отбить вас от этой новой женщины, будет пытаться затащить кого-то в постель, будет пытаться опоить. Смотрите, чтобы не было никаких приворотных зелий. Поэтому очень осторожно. Старайтесь лучше, ну, все, что дает бывшая, не пить. Вот ничего, даже кофе, чай старайтесь не пить, потому что можно подмешать какую-то магическую гадость. Понимаете, о чем я говорю? Будет пытаться к вам сладкими речами подлезать, будет пытаться норовить вас, ну, склонить на свою сторону, рассказать, ну, такие красивые сказки, как ей плохо, как она ошиблась, как она поняла свою ошибку, да, и, ну, это будет так правдоподобно. Кто-то из вас может на минуточку даже так поверить, особенно те, кто, ну, не отпустил ее, кто не забыл, да. Поэтому, смотрите, ребят, я просто вас предостерегаю, чтобы эта женщина, не, ну, бывшая, да, чтобы не разбила ваши новые отношения, хотя вряд ли она их разобьет, потому что, ну, слишком сильно вы влюбитесь в новую женщину, и у вас будет, в принципе, достаток, и все будет классно. Также среди вас есть те, кто могут, когда вот появится бывшая, можете даже, ну, я не знаю, вот как это назвать, немножко так опустить ее ниже плинтуса. Когда она будет к вам вот именно со своими сладкими речами, вы ей много чего припомните, напомните, да, вот как она себя вела, что она делала, что... Ну, то есть вы ее так красиво опустите, деликатно так опустите, что она просто обалдеет. Вы будете хозяин этой ситуации. Причем даже кто-то из вас может ей, ну, начать рассказывать, особенно это те, у кого есть магические способности из вас, вплоть до того, что вы ей расскажете, что вот вы стали там чуть ли не продвинутым магом, да, что вы теперь много чего умеете, и если она не оставит вас в покое, то вы там ей что-то там такое нехорошее начудите, натворите, да, вот именно в магическом плане, да, там чуть ли не порчу наведу. Поэтому это будет, ну, такое цирковое представление с бывшей. Поэтому будьте осторожны, ребят, будьте очень-очень с ней осторожны, потому что подлезет со сладкими речами. А у вас любовь. Боже, какая у вас будет любовь, ребят. Боже, я за вас рада. Как же я за вас рада. Вот смотрите, ваш период разочарований и разрушений, он заканчивается. Именно эта женщина, вот, которую вы полюбите, она станет вашей такой и таблеткой от одиночества, и спасительницей. С этой женщиной вы оживете во всех смыслах слова. И Бобик оживет, и вы оживете. У кого был Бобик ручной, он больше не захочет быть ручным, потому что у него классная хозяйка появится. Даже те из вас, кто не хотел особо общаться, да, вот с социумом, дом-работа, кто уже ни на что не надеялся, да, кто решил, вот буду жить там для себя, для детей,
вы очень сильно поменяете свое мнение. У кого-то из вас может проиграться еще даже ребенок, если вы захотите, да, с этой женщиной, потому что, ну, обычно, когда человека любишь, да, ты, конечно же, это нормально, когда ты хочешь от него ребенка. Даже вот как-то, знаете, у вас идет улучшение финансового положения, достаток. У вас такой тандем будет классный. Вот она будет как ваш талисман. Когда появится эта женщина, у вас все дела пойдут в гору. Вот как будто вы поверите в себя. Вот реально захочется, ну я не знаю, горы сворачивать, захочется на крыльях летать, захочется, может быть, кому-то новое дело открыть, только бы она была счастлива. Хотя она не будет у вас ничего просить. Она не корыстная, она искренняя. Вот она настоящая. Но вы сами захотите дарить ей ту радость, да, те какие-то, пусть даже маленькие подарочки, да, но то, что вы звезду с неба будете доставать, будете готовы ее достать, это факт. Многие из вас наконец-то почувствуют, что такое женская забота, что такое женская нежность, ласка, внимание. Потому что среди вас есть те, которые либо же очень давно этого не ощущали, либо же вообще, может быть, в вашей жизни не было нормального такого людского, да, вот женского отношения. Поэтому вы на себе крест и поставили. Поэтому, ребят, я вам скажу, вот две женщины, но одна привет из прошлого, не ведитесь, вот я вас просто хочу предостеречь. Вот не ведитесь, какие бы она красивые сказки не рассказывала, как бы она ни заливала. Если хотите, может быть, какие-то факты проверьте, да. Но опять же, смотря что она будет вам рассказывать. Но возвращаться, ребят, ну, я бы не советовала. Я бы не советовала, потому что, ну, будет снова будет боль, будет обида и предательство, потому что она не поменяется. Люди не меняются. А тем более, вот если ставить на чашу весов вот новую женщину и эту прежнюю, то я думаю, ну, так вы еще не любили. Красиво сказано, да, вот почему-то мне именно эти слова пришли, вот эта информация, что хочется сказать, так ты еще не любил. Я вам всем искренне желаю поскорее встретить женщину, которая окружит вас своей заботой, нежностью, лаской, любовью, с которой вы будете оба летать на крыльях любви. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!